Всем привет! Сегодня у нас повторение уличной еды. Будет два очень прикольных блюда, а третье в какой-то мере странное и даже отвратительное. В Корее готовят вот такие чипсы на палочке в виде спирали. На палочку надевают картошку. Затем нарезают с помощью специальной машинки. Обжаривают во фритюре, солят и добавляют специи. Попытаемся все это повторить дома и без спецоборудования. Мы взяли молодую картошку, пересыпаем ее в раковину и хорошенько отмываем. Затем насаживаем на шпажку для барбекю. Прикладываем нож. Крутя картошку, пытаемся нарезать спираль. С первого раза ничего не получилось. Но потренировавшись, выяснилось, что удобнее всего нарезать на весу, а нож держать снизу. Самое сложное — это выдержать нужный угол, чтоб толщина спирали была везде одинаковая. Дорезав до конца, растягиваем спираль по палочке. И готово. Получилось не так тонко, как у корейцев, но тем не менее пойдет. Также мы сделали еще одну спираль из молодой картошки и две из старой. Проверим, будут ли отличаться чипсы. Теперь берем кастрюлю, выливаем в нее 3 бутылки масла. И отправляем на плиту. Ждем, пока все это разогреется. И опускаем в горячее масло шпажки с картофельными спиралями. Ждем, пока они станут такого красивого поджаренного цвета. Достаем и выкладываем на бумажные полотенца. Пусть лишний жир стекает. Также обжариваем спирали и из молодого картофеля. По цвету они получаются не такими румяными, но уже готовы, поэтому достаем. Сверху их посыпаем солью, а также копченой паприкой. Выкладываем в бумажную тарелку и поливаем кетчупом. Все, спирали на палочках готовы. Пробуем ту, что из молодого картофеля. Отлично, такие хрустящие чипсы со вкусом паприки и кетчупа. А вот из старой картошки спираль получилась вообще не хрустящей. Наверное, неподходящий сорт. Недавно мой друг пригласил меня в игру, чтобы я ему помог. Вынужден признать, что игра оказалась очень крутой. А теперь более подробно. Lords Mobile — это топовая мобильная игра с 3D графикой и миллионами игроков по всему миру. Здесь вы можете тренировать армию, качать героев, заключать союзы и уничтожать врагов. Большой акцент тут делается на командной игре, правильным формированием армии и быстрой реакции во время боя. Без смекалки и хорошей команды вы здесь станете очень легкой мишенью. А если будете играть в хорошей гильдии и правильно формировать армию, то сможете побеждать противников даже превосходящих вас числом. На днях в Lords Mobile вышло шикарное обновление, в котором добавлен новый игровой режим в стиле защиты замков. Он наверняка вам понравится. И теперь внимание, качайте игру по моей ссылке в описании, либо через QR-код на экране. Чтоб гарантированно получить набор стоимостью $350, который будет автоматически выслан на ваш аккаунт, если вы скачиваете игру впервые. Кроме этого, качаем мощь по максимуму. Если скачавших будет больше 1000, то игрок, который прокачает замок до 15 уровня и на 10-й день после выхода видео займет первое место в рейтинге мощи, получит 12-й iPhone. Свой рейтинг мощи и количество скачавших можно посмотреть на странице акции. Призы очень серьезные, поэтому, ребята, качайте и не подкачайте. Следующий стритфуд из Индии. Достают мякоть кокоса. Отправляют ее в блендер. Также орешки кешью и с кокосовой водой все это перемалывают. Затем разливают по кокосам. Виртуозно поливает кокосовыми сливками. Да так, что потом за кокос нельзя было вообще взяться. Сверху еще орешки и вставляют ложку. Ну что, давайте все это повторим. Сразу устанавливаем блендер. Нам нужен вот такой дорогой питьевой кокос. Кладем его на бок и с трети срезаем ненужные волокна. Когда треть ореха уже на поверхности, начинаем стучать тыльной стороной ножа.
ждем, пока он расколется в нужном нам месте. Но прежде чем открывать, нужно слить водичку в блендер. Попытайтесь это сделать аккуратнее. Затем с крышки отделяем кокосовую мякоть. И сбрасываем в блендер. Достаю мякоть и изнутри кокоса. Также нужна горсть орешков кешью. Отправляем в чашу блендера. Для усиления вкуса и аромата кокоса будем использовать вот такой сироп. Открываем. И добавляем совсем немного, чтобы во вкусе не было лишней химозности. Также нужен лед. В блендер пересыпаем пол-лотка. Накрываем крышкой и включаем. Все это блендерим минуты 2, чтобы масса взбилась и загустела. Берем пустой кокос и наполняем его нашим густым коктейлем. Также нужно измельчить орешки кешью. Добавляем их сверху. Берем кокосовые сливки, отрезаем уголок и поливаем сначала аккуратно, а затем как на улицах Индии. Остается вставить трубочку и ложку. Все, настоящий орехово-кокосовый коктейль готов. Давайте же его попробуем. Пить его через трубочку очень сложно, поэтому удобнее ложкой. В общем, эта штука имеет самый насыщенный кокосово-тропический вкус, который я вообще когда-либо ощущал. Вот это действительно райское наслаждение. И последнее, супер странное, а для кого-то даже отвратительное блюдо из Таиланда. Варят куриные лапы. Затем обваливают в кляре. И обжаривают во фритюре. Не совсем понятно, что в них есть, но тем не менее, давайте все это приготовим. Нам нужны сами лапы. Берем по одной и ножницами отрезаем последние фаланги, из которых торчат ногти. Перекладываем в миску. Нужно так проделать со всеми лапами. Сверху заливаем их горячей водой. И отправляем вариться. Для кляра всыпаем в миску муку. Обязательно копченая паприка. Соль. Сухой чеснок. Анчи чили перец. Горчица. Ну и вода. Все это перемешиваем. Подливаем еще воду. Перемешиваем, и кляр полностью готов. Также нужна еще одна миска, которую мы наполняем мукой. Отваренные куриные лапы перекладываем в муку. Накрываем крышкой и трясем. И лапки в муке перекладываем в кляр. Также накрываем крышкой и перемешиваем. Все достаем и обжариваем во фритюре. Буквально 2 минуты и достаем. Перекладываем на бумажные полотенца. И так, пока не пережарим все лапки. Перекладываем в картонную тарелку. И очень странное блюдо из Таиланда готово. Давайте попробуем. В общем, из съедобного это вкуснейший кляр и такая желеобразная кожица. Как закуска в принципе пойдет. Но другое дело, что если взять куриные ноги и повторить с ними все то же самое, то будет гораздо вкуснее. Пишите в комменты, смогли бы вы попробовать вот такие куриные лапы. Либо же для вас это очень мерзко. Также ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь роликом со своими друзьями. Всем пока!